Всем привет! Сегодня еще одно партнерское видео от магазина Бахтарма. Будем изготавливать ремень двухслойный, вот такую красивую растишку ременную в толщине 2 мм они предоставили, и латунную пряжку от компании Dam, которую тоже можно приобрести в этом магазине. Сделал из картона несколько шаблончиков, вот один для вшивания пряжки под свои пробойники. Это для разметки отверстий на ременной полосе. Ремень у нас будет 35 мм шириной. Полосы я беру немножко шире. В данном случае 50 мм. Можно взять там 45-40 мм. Это для того, чтобы после склейки можно еще было ровненько это все обрезать.
Ремень готов, и теперь можно оценить результат проделанной работы. Полностью прошит по контуру. Это, наверное, самые такие трудоемкие изделия, которые делаю. То есть здесь очень много ручного шва, очень много торцов обрабатывать. Но все усилия, время, которое затрачено на данное изделие, это все полностью оправдано из-за того, что подобные ремни, они полностью превосходят во всем обычные однослойные. Вот. Эти ремни дольше сохраняют свою форму, то есть они более упругие, жесткие, более устойчивы к растяжению, нежели там один слой кожи. Это особенно имеет значение, когда заказывают ремень достаточно полные люди и просят, чтобы изделие оно как бы не растягивалось, было устойчиво к растяжению. Вот, то подобный ремешок, он с этим справится лучше. Потому что кожа, она имеет свойство деформироваться со временем, растягиваться. Вот, и в данном случае склейка двух слоев плюс прошивка дополнительно, они не дают коже деформироваться в той степени, в которой подвержена деформации, допустим, один слой кожи, одна такая полоса. Все ремни изготавливаю под заказ, по размерам заказчика. В данном случае просто использовал максимальную длину ременной полосы, которую мне предоставили. Получился ремень с обхватом 96 сантиметров. И также есть отверстия, по 2 отверстия каждую сторону, где-то с запасом по 8 сантиметров. То есть можно регулировать. И если кто не знает, вот, допустим, просите заказчика замерить ремень, а он спрашивает, как это нужно сделать, то есть меряют там от кончика, допустим, длину. В общем, ремень нужно замерять от кончика иглы нашей пряжки, да, до, получается, отверстия, на которое закрывается наш ремень. То есть обычно замеры идут по старым ремням, когда заказывают новый, и нужно вот этот вот сделать замер. И потом от этого отверстия я уже делаю несколько отверстий, обычно 2 в каждую сторону, для возможности регулировки. Что касается фурнитуры, обычно использую ремни только пряжку. Пряжки французского бренда Idam, они латунные. Раньше ставил китайские, но со временем они начинают облазить, там покрытие это все. И получается, что со временем складывается как бы мнение, что ваша работа некачественная. То есть на данный момент стараюсь использовать только качественные материалы, вот, итальянскую кожу хорошую, да, пряжки латунные, которые через какое-то время они начинают при трении вот, так, как бы состариваться, да, то есть получаются какие-то другие здесь оттенки, но при этом металл он сохраняет свою привлекательность. Вот. Бывают еще винты ременные, но я их не использую из-за того, что сложно подобрать в цвет к пряжкам. То есть, если, допустим, пряжка латунная, вот, и винты латунные, то винты могут быть там немного другого оттенка, и сложно это все более гармонично подобрать. Поэтому, если есть комплект, сразу, который идет пряжка и винты в одном цвете, допустим, и еще тренчик, вот этот запряжник, тоже бывает металлический, то комплект можно установить. Если, допустим, подбирать просто пряжку и отдельно какие-то винты, я таким не занимаюсь, как бы более красиво будет просто прошить. Прошивал ниткой от компании Macy, это синтетическая нить, круглая, толщина 0,35 мм. Сначала хотел подобрать в цвет, заказать нить, но потом на образце попробовал, и мне показалось достаточно интересным таким решением. То есть на контрасте, да, видно вот прошивку, видно эти косые стежки. Пробойник 3,85 французского типа. То
Получилось симпатичненько. То же самое тренчики прошил. Тренчики желательно не склеивать такой же толщины кожи, как и сам ремень, потому что они получаются очень толстые. Нужно их немножко делать тоньше. В идеале, на мой взгляд, это толщина где-то миллиметр каждого слоя, чтобы при склейке получалась где-то толщина 2 мм этого тренчика. Отверстие, на которое закрывается сам ремень, делаю овальное, чтобы вот здесь при закрывании у нас не возникал такой бугорок из-за того, что кончик иглы пряжки он зажимается и начинает деформировать кожу. То есть если у нас отверстие более продолговатое, то здесь получается минимальная деформация, при том, что кожа достаточно толстая. Теперь по поводу торцов. Меня спрашивают, что наношу в итоге. Вот такое средство от компании Finici. Это прозрачный грунт для торцов. Значит, что я делаю? Изначально затираю с клеем SMS или КМЦ торцы, полирую, да, потом там получается остаются какие-то заусеницы, я их снимаю наждачкой, еще раз полирую, даю высохнуть, еще раз прохожусь мелкой наждачкой и потом вот на этот высохший торец наношу грунт. Грунт, он создает такое защитное покрытие, которое устойчиво к изгибам. То есть сама краска для торцов, этот грунт, они хорошо себя зарекомендовали. Мастера ими пользуются, поэтому и я себе приобрел и работаю сейчас с этим грунтом. Дальше можно еще торец окрашивать. Я не окрашивал, у меня нету просто в цвет краски. Есть черная, но я посчитал, что черная здесь будет слишком грубо, она будет выделяться. А какой-то такой бордовый цвет гнилой вишни у меня краски нету, поэтому ничего не использовал. Ну и так выглядит вполне симпатично. Я обычно на ремнях, если кожа со сквозным прокрасом, то торцы я не окрашиваю. Немножко о лекалах для ремня. Значит, вот это полезная штука, да, потому что я под свои пробойники сделал отверстие, сразу разметил, на полосе пробил и собрал. То есть это нужно. Изначально его нужно подготовить. Вот это под отверстие тоже нужно, потому что очень сложно правильно позиционировать именно овальные отверстия, чтобы не было перекосов у них, поэтому делаю такие шаблончики. А вот это не нужно. Я ими не пользовался, значит, и вам рекомендую не привязываться особо к лекалам, допустим, которые для того, чтобы формовать какую-то форму кончика ременной полосы. Почему так? Здесь буквально миллиметр, полмиллиметра куда-то вы чуть-чуть сместили, и у нас уже не будет симметричной этой формы самого кончика. Здесь все я сделал немножко проще, просто поставил отметки, и срезал эти кончики. Это было намного проще, чем использовать данный шаблончик. И здесь просто скруглил радиусным лекалом. И как завершающий этап еще покрыл всю ременную полосу и с изнанки, и с лицевой стороны кремом Suprema от Ivexi. Это такой же кремообразная аппретура, которая в данном случае немножко очистила кожу, придала ей какой-то более завершенный, такой привлекательный вид. На этом все. Если какую-то информацию забыл озвучить, задавайте вопросы в комментариях. Надеюсь, видео будет вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.